Смотрите, как правильно необходимо это все делать и как правильно необходимо мечтать. Итак, первое, смотрите, вы хотите, допустим, вы хотите, чтобы окружающий противоположный пол на вас смотрел и вами любовался. Хотите? Ну, наверное, да. Вы женщина, взрослая или молодая, но на вас не смотрят мужчины. Что вам необходимо сделать? Вы должны одеть на себя ментально много красивых женщин, которыми можно восхищаться. Я сделал паузу, чтобы до вас дошло. То есть, если вы женщина и смотрите на красивых женщин, которыми вы восхищаетесь в интернете, ой, какие красивые губы, какая красивая грудь, какие красивые волосы, какие красивые пальцы, как красиво ходит, какая красивая и так далее, то это в дальнейшем одевает на вас оболочку, где другие люди будут смотреть на вас и говорить, ой, какая красивая, какие красивые волосы, какие красивые губы, какая красивая. Услышьте это очень важно. А мужчины, как ни странно, мужчины должны смотреть на мужчин. Да, если вы хотите нравиться женщинам, то вам необходимо одеть мужскую оболочку на себя. Какой гламурный мужчина, как красиво одевается, как красиво выглядит и так далее. Если слово «красиво» для вас важно в глазах других людей, то вы эту оболочку должны на себя одеть. Для чего я начал именно с гендерного различия? Здесь очень важно ничего не попутать. Вот, допустим, человек говорит, я хочу, чтобы мне деньги давались с легкостью. Вам необходимо найти видео или найти истории тех людей, кому дались деньги с легкостью. Тех, кто выиграл, тех, кто с легкостью заработал, тех, кто с легкостью смог, тех, кто с легкостью их зарабатывает и так далее. И читая эти истории, восхищаться этими людьми. Я могу сказать как эзотерик, только чтение таких историй и смотрение таких видео вместо ваших мелодрам и наигранных каких-то тем может помочь одеть вам оболочку жизни, где вы с легкостью будете зарабатывать деньги. Что обычно смотрят люди? Вот смотрите, что нельзя смотреть. Покупка. Допустим, купила это, купила это, купила это. Почему? Потому что когда покупка, то вам потребуется что-то покупать. А это не очень хорошо. Смотрите, допустим, в магазинах показывают часы какие-то. Вот на такие часы хорошо смотреть. Но здесь очень важно ментал. Вот этот ментал — это качество или чувство, которое создается человеком. Допустим, ментал может быть там строительство дома. То есть строительство дома или строительство отеля или строительство ресторана от начала и до конца. Открытие бизнеса от начала и до конца. Допустим, видео, как миллионер заработал 1 миллион. Смотрите его от начала до конца, восхищаетесь этим человеком. Вот это называется ментал. То есть вы для себя выбираете ментально, какую бы оболочку вы хотели на себя одеть. Эта оболочка там... Как заработали миллионы долларов, не выходя из бассейна или не выходя из квартиры и так далее. И выбрать для себя информацию, которую периодически необходимо просматривать, одевая на себя ту оболочку жизни, которую вы, по идее, хотели бы, чтобы стала частью вашей жизни. Смотрите, как это все работает. Вы на сегодняшний день можете одевать оболочку на себя других людей и делаете это так. Вы смотрите политику, одеваете оболочку, которая вам не нужна. Смотрите истории мелодрамы, эта оболочка вам не нужна. Вы же не хотите, чтобы драмы у вас были. Вы же не хотите несчастной любви. Не хотите. Зачем вы одеваете? А очень мощно на сегодняшний день влияет эта информация. Даже само знание выбора ментальной оболочки для себя является для вас настолько значимыми. Вот смотрите, как это все происходит сейчас. Человек заходит и начинает смотреть о собаках, о кошках, о том, как правильно пукать у Степанова или еще о чем-то. Но дело в том, что вы таким образом ничего не делаете ментально. А ментал на сегодняшний день является, исходя из того, что мы переходим в новое воплощение, является одним из самых важных сегментов.
Ментал это самый важный сегмент. Ничего больше не создает ментал, чем успехи других людей. То есть выбираете успешных, допустим, видео, как я заработал 1 миллион за 10 дней, как я сделал бизнес такой-то, такой-то, как я еще там что-то сделал, и смотрите, ментально одеваете на себя эту оболочку. Как человек ментально одевает оболочку? Восхищается. Вам необходима машина, смотрите машины, восхищайтесь машинами. Смотрите видео о машинах, и вас это будет вдохновлять. Вас интересует отель, вы хотите... Что вас больше всего вдохновляет? Вы хотите ресторанный бизнес, смотрите, как организовывается ресторанный бизнес, открывается ресторанный бизнес, какие там есть проблемы ресторанного бизнеса, как кто-то для кого-то открывает его, создает и так далее. Делайте это в случае, вы меня поняли. Парикмахерская, развивайте в себе это. То есть для нас ментально очень важно найти для себя ту идею, которая может нам быть решением, и реализовать ее. Вторая тема. Она называется интеллект. Какой интеллект? Чувственный интеллект. Вы знаете, чем мощнее развит чувственный интеллект у человека, тем сильнее человек в жизни, тем больше человек в жизни способен привлечь материальное благополучие. На сегодняшний день чувства. Но для того, чтобы чувства появились, нужно воспитать в себе, чтобы они появились от чего-то. Это так важно, то сейчас, о чем я сказал. Смотрите, если чувства появляются от красивых вещей, значит красивые вещи будут в вашей жизни, но чувства хорошие. Если появляется от успеха других людей, значит успех будет частью вашей жизни. Если от любви других людей, любовь будет частью вашей жизни. Если от веры в Бога, то вера будет частью вашей жизни. Вы должны развивать в себя чувственный интеллект. Каким образом? Если человек хочет, чтобы Иисус Христос ему помогал, то он должен глядеть на икону Иисуса Христа и развивать в себе чувственный интеллект любви Иисуса Христа по отношению к себе. Или любви по отношению к Иисусу Христу, ощущение, что Он вас любит. В случае, если человек говорит, я хочу, чтобы в моей жизни было много денег там, и много материального благополучия, то скажите себе слова. Что вы почувствуете в тот момент, когда эти деньги появятся у вас? Что вы купите? Вы купите, допустим, себе дом, вы о доме мечтаете. Тогда что необходимо интеллектуально, тогда ментально что необходимо смотреть? На дома, такой дом построили, такой дом красивый, вот такая отделка в доме, вот такая. Вы этим всем восхищаетесь. После этого говорите себе, после этого чувственный интеллект себе вырабатываете. Таким образом, едете где-то, о, красивый дом, красивая отделка, интересно, как там внутри, посмотрю, как вообще это все. Ходите по магазинам, в которых продается то, как в середине дома можно поставить. Рассматриваете, какой сад должен быть вокруг дома и так далее. Это все вырабатывает в человеке чувственный интеллект. Это и есть путь к тому, чтобы человек стал богатым. Смотрите, богатые люди — это люди, которые могут позволить себе покупать дорогие вещи. В случае, если человек смотрит на дорогие вещи, интересуется дорогими вещами, восхищается дорогими вещами, он развивает свой чувственный интеллект, ментально одевая на себя оболочку данных вещей в своей жизни. Тогда жизнь будет переориентироваться на то, чтобы у него были достижения и получение этого в своей жизни. Таким образом, не покупка, а развитие чувственного интеллекта является очень важным. Третье, я об этом очень часто говорю. Смотрите, чувственный интеллект касается еще и ваших переживаний. Здесь есть такой нюанс, который называется тайна времени. Чем сильнее человек хочет, тем медленнее он будет это все получать. Подчеркните это. Смотрите, я хочу, чтобы сегодня мой магазин сделал 100 тысяч. Вы сильно этого хотите? Да, не будет этого. Почему? Потому что в коллективном сознании нашего социума существует еще и принцип, который называется принцип одинакового получения всеми. И когда кто-то выскакивает из этого всего, то его могут поставить в самый зад. То есть, смотрите, один человек кормит, это та энергия, которая дает, а людей желающих много. И один более нахально начинает бежать. Но здесь человек говорит, о, так вы противоречите сами себе, Андрей Андреевич, потому что если я захотела... Нет. Когда человек хочет с утра до ночи, и так изо дня в день, то тогда его поставят вперед.
Потому что он по чуть-чуть подпирает очередь. А когда человек сзади очереди, но его Дуйко научил, и он теперь хочет в самое начало стать, то его запхнут в самый конец. Поэтому, когда вы живете и ваше состояние, вот я открываю компанию, она станет очень большой. Нет, не станет. Она будет очень много торговать. Нет, не будет. Почему? Много чувств. Много чувств, и вас будут ставить назад. Если человек много мечтает и сильно чувствует, то тогда его поставят при выполнении эзотерической практики назад. Второе. Как бы не было плохо с тем, что вы задумали, запомните это, как бы не было плохо с тем, что вы задумали, главной лодкой в этом всем является, или главным ключом того, чтобы это все преодолеть, является компонент терпения и ожидания. Ожидание и терпение. Смотрите, да что ж такое, у меня ничего не получилось. Открывайте мою тетрадку, там написано ожидание и терпение. Садитесь в лодочку, об этом не думайте и шуруйте. Ожидание и терпение является ключевым аспектом, прямо ключевым. В этом мире, когда все очень сильно изменилось, существует или добавился еще один аспект. Я о нем раньше не знал, но хочу о нем сказать тоже. Он называется популярность или коммуникация. Я о нем очень часто говорю. Почему? Дело в том, что проанализировав элементы своего успеха в бизнесе и вообще в своей жизни, я могу сказать, что наверняка часть из этого всего связана с коммуникацией. Дело в том, что я очень коммуникабельный человек, себя хвалить нельзя. И в тот момент, когда сейчас я говорю о коммуникации, я могу сказать, чем больше людей о вас знает, тем больше денег вы будете зарабатывать. Поэтому не бойтесь плохих каких-либо, поэтому можно быть кем угодно. Вот смотрите, как это все устроено. Я специально смотрел там Егора какого-то, там Петрова, как же фамилия, в интернете есть такой очень знаменитый блогер, Руки-Базуки. Или Игорь его зовут, или Сережа, не помню. Руки-Базуки. Он в свое время уколол себе синтол в бицепсы, у него увеличились бицепсы и так далее. И он стал очень популярным фриком, с ним начали снимать программы, о нем начали говорить. Он сейчас там... Я посмотрел, кем он был и кем он стал. Просмотрев этого человека, я могу сказать, этот человек абсолютно не развит, он абсолютно психически нездоров, у этого человека есть тысячи проблем, но он понял одну из систем. Эта система звучит так: в этом мире, в котором мы находимся, в мире ментала, о котором я уже сказал, и популярности, существует понятие: чем больше о тебе людей знает, тем больше у тебя денег. Даже если вы занимаетесь чем угодно, вот вы занимаетесь изготовлением кофеаппаратов или изготовлением кофе, и никому не популяризируете это кофе, ничего с этим не делаете. В случае, если вы начинаете снимать видео, в котором вы там себе там говорите плохо или там пукнули на видео, и там с вас посмеялось 10 миллионов человек. Никто не знает, что вы занимаетесь кофе, никто не знает. С вас посмеялось 10 миллионов человек, они никак не связаны с вашим бизнесом. Можете 100% гарантированно себе сказать, что у вас появится 10 миллионов там, или 1 миллион долларов. Почему появится? Этот 1 миллион долларов у вас появится, потому что каким-то образом нити жизни привлекают к вам внимание, и у вас будет больше покупателей на кофе, которые будут находиться по непонятным причинам. Почему? Ваша коммуникация, то, что вас кто-то увидел, кто-то на вас там подписался или не подписался, но то, что вы популярны, делает вас фактически в мире, идентифицирует вас как человека, которого знают. И знают ваш бизнес автоматически, знают ваших детей автоматически, все знают. Популярность — это точно такой же сегмент, как материальное благополучие. Поэтому